Когда овцевод по имени Виктор и его любящая жена узнали, что не могут иметь детей, они были опустошены. Однако по странному стечению обстоятельств они стали родителями холодной зимней ночью. Как, спросите вы? Ответ столь же шокирующий, сколь и удивительный. История начинается в далеком 1983 году в России. Овцевод Виктор любил свою работу и усердно трудился в течение всего лета, чтобы правильно выращивать своих овец и поддерживать их здоровье и безопасность. Это было его страстью с тех пор, как он был подростком, и ему нравилось проводить каждое лето со своими овцами на свежем воздухе, занимаясь тем, что ему нравилось больше всего. Весной он стриг овец и продавал шерсть. Он также помогал с рождением ягнят, производя на свет следующее поколение животных, готовых к продаже. В конце лета он сажал семена и давал им прорасти, чтобы собрать урожай и заработать немного денег на урожае. Он определенно был занятым человеком. Виктор настолько хорошо справлялся со своей работой, что его овцы, казалось, наслаждались его обществом так же сильно, как он наслаждался их обществом. На самом деле не было ничего неслыханного в том, что они активно бежали навстречу ему, чтобы поприветствовать всякий раз, когда видели, что он приближается. Однако русские зимы, как известно, были холодными, и разведение овец на открытом воздухе было нецелесообразным вариантом. На самом деле могло стать так холодно, что если бы вы провели в нем слишком много времени, это было бы почти гарантировано. Итак, он провел зимние месяцы со своей любящей женой, шаря одежду, которая помогла бы им пережить сезон заморозков. И такова была жизнь Виктора. Она шла циклами. Летом он разводил овец, шил зимнюю одежду и так далее снова и снова. К счастью, ему это нравилось, и он был чрезвычайно счастлив и доволен той жизнью, которой жил. Однако в его жизни не хватало одной вещи — детей. Виктор и его жена всегда говорили о том, чтобы завести детей, однако его плотный график всегда мешал этому. Но Виктор понял, что он не будет молодым и сильным всю оставшуюся жизнь, поэтому они с женой решили, что им следует начать пытаться забеременеть. В течение нескольких месяцев они безуспешно пытались забеременеть. Однако они по-прежнему сохраняли бодрость духа и продолжали попытки. Однако по мере того, как шли месяцы, отсутствие беременности начало их угнетать. Месяцы превратились в год, а год превратился в 2 года, а по-прежнему не было никаких признаков того, что жена Виктора забеременеет. Что вам нужно помнить, так это то, что сейчас 1980-е годы, и медицинские технологии тогда были не так хороши, как сейчас. Не было современного оборудования, которое могло бы помочь в процессе зачатия, а ЭКО все еще находилось в зачаточном состоянии и было слишком дорогим вариантом для Виктора и его жены. Казалось, что зачать ребенка для этой любящей пары было бы невозможно, и, несмотря на все их усилия, им, казалось, суждено было остаться бездетными. Эта новость сильно поразила их, и вскоре жена Виктора впала в глубокую депрессию из-за того, что не могла иметь детей. Она была в таком отчаянии и расстроена, что даже предложила Виктору развестись с ней и найти женщину, которая смогла бы родить ему ребенка, о котором он всегда так долго мечтал. Но он был верным мужем и любил свою жену больше всего на свете, поэтому остался с ней. Они справятся с этим и будут работать вместе, чтобы залечить свои разбитые сердца. И все это время Виктор оставался фермером и проводил часы, разговаривая с овцами, выплескивая свои самые сокровенные мысли и чувства и успокаивая свою душу. Ему было полезно чем-то заняться. Снова наступила зима, и она была особенно суровой. Было так холодно, как никогда за долгое время, и снег падал густо и быстро. Но все же Виктору приходилось чем-то себя занимать и присматривать за своими овцами, которые были надежно спрятаны в сарае. Он натянул свою самую теплую одежду и направился на улицу. Но вскоре стало ясно, что что-то было не так. Ворота в сарай были слегка приоткрыты. Виктор был уверен, что запер ее накануне вечером, так как всегда перепроверял ее на всякий случай. Обеспокоенный тем, что кто-то из его любимого домашнего скота сбежал,
Он побежал в сарай и проверил, но все овцы были там. Как странно. Тем не менее, он не придал этому значения, списав это на то, что был вымотан прошлой ночью и не проверил замок дважды. Он разложил корм для своих овец и радостно наблюдал, как они выбежали на улицу, чтобы начать есть. Но его улыбка быстро угасла, когда он заметил, что одной овцы не хватает. Быстро проведя еще один подсчет, он понял, что одно из животных, должно быть, сбежало. Итак, он выбежал за дверь, чтобы поискать ее. Оглядев весь двор, он не нашел никаких ее следов и отправился в заснеженные поля. После получаса поисков он увидел что-то под дальним деревом. Подбежав, чтобы проверить это, он понял, что это была его пропавшая овца, наполовину занесенная снегом. Но почему она была там? Бедняжка. Ответ вскоре стал кристально ясен. Она сидела на чем-то сверху, защищая это. Уговаривая овцу подняться, Виктор увидел то, чего никак не ожидал. 3 младенцев и маленькую записку, написанную от руки. Овцы, очевидно, обнаружили детей накануне и защитили их от холода. Сунув записку в карман и подхватив троицу на руки, он заметил, что они были на удивление теплыми, но все равно прижал их к себе, когда бежал обратно к своему дому. Ворвавшись в дверь, он показал своей жене то, что обнаружил. 2 маленьких мальчиков и девочку. Этим тройняшкам было меньше года. Жена Виктора побежала на кухню и приготовила небольшой ужин, зная, что дети, вероятно, проголодались после долгой ночи на улице. Убедившись, что малыши согреты и накормлены, Виктор вспомнил о записке, которую нашел рядом с младенцами. Он вытащил его из кармана и вгляделся в написанные от руки слова. Записка просто гласила «Прости меня. Я не могу позволить себе присматривать за тобой. Пожалуйста, живите долго и счастливо». Виктор и его жена были шокированы тем, что они только что прочитали. Очевидно, что этих бедных младенцев намеренно бросили, и только благодаря материнским инстинктам его овец они выжили. Уложив младенцев в самодельную кроватку, Виктор отправился в соседний город, надеясь найти какие-нибудь подсказки о том, откуда взялись тройняшки. К сожалению, почти все, кто жил в городе, были довольно пожилыми и вышли за рамки того возраста, когда они могли рожать детей. Виктор был совершенно сбит с толку. Возвращаясь домой, он думал о том, что им следует делать с малышами. Передают ли они их властям или продолжают искать свою мать? Но когда он вошел в дверь и увидел, что его любимая жена нежно подпевает крошечному трио, стало ясно, что лучшим вариантом было бы оставить их себе. Они всегда хотели детей, и это было так, словно Бог благословил их 3 крошечными чудесами. Пара все обсудила, и было решено, что они будут растить детей как своих собственных и дадут им ту жизнь, которую они заслуживают. Они не упустили бы эту возможность. Шли годы, и довольно скоро малышам исполнилось по 5 лет. Они играли в саду и помогали отцу ухаживать за его овцами. К сожалению, одна из овец становилась старой и медлительной, и было похоже, что она проживет не больше нескольких дней. Собравшись вокруг старой овцы и поглаживая ее, тройняшки почувствовали тесную связь с ней. Они и не подозревали, что это была та самая овца, которая помогла им выжить много лет назад. Тем не менее, время овцы почти истекло, и когда дети погладили ее, она легла, положила голову на пол, закрыла глаза и мирно скончалась. Виктор видел это миллион раз раньше, но его дети никогда не были свидетелями смерти. Обезумевшие, они побежали в поля и сбились в кучу под деревом, где их нашли. Именно тогда мимо проходила пожилая дама, увидев плачущих и расстроенных детей. Она спросила, сказали ли им только что Виктор и его жена не были их настоящими родителями. Быстро стало очевидно, что пожилая леди совершила ошибку, и смущенные и расстроенные тройняшки побежали домой с миллионом вопросов в головах. Правда выплыла наружу. Итак, Виктор и его жена усадили детей и объяснили, что произошло в ту роковую ночь. Они даже показали им записку, которая была оставлена рядом с ними, чтобы помочь подтвердить эту историю.
Дети были явно расстроены тем, что их настоящие родители бросили их, но бесконечно благодарны Виктору и его жене за то, что они спасли их и воспитали как своих собственных. Они могли бы просто оставить их замерзать насмерть на холоде, или они могли бы передать их властям, и они оказались бы в ужасном детском доме. Но вместо этого они сохранили их и дали им самую лучшую из возможных жизней. Вся семья из 5 человек обнималась на теплом летнем ветерке, когда в воздухе разносилось тихое мычание овец. Итак, что вы думаете об этой истории?